Я сшила вот такую футболку. Такую футболку в магазине не купишь. Где взять такую ткань, чтобы сшить красивую, необычную футболку? Где взять выкройку, чтобы сшить эту футболку? И как ее сшить, я расскажу вам в этом видео. Смотрите до конца, оставляйте свои комментарии. Для того, чтобы шить, нам нужна выкройка. Выкройку я скачала в интернете. Ссылку на эту выкройку я вам оставлю в описании. Вот у меня получилось такое вот количество листочков. Нам надо будет склеить. Перво-наперво, вот здесь есть тестовый квадрат. Написано 5 на 5 сантиметров. Бывает 3 на 3, 10 на 10. Измеряем. Это погрешность линейки, скорее всего, 1 миллиметр. 5 на 5. Значит, выкройка именно в натуральную величину, какая нам надо. Именно в том масштабе. Теперь нам надо их будет склеить. Эту часть мы отрезаем от квадратика до квадратика. Так, вот здесь вот стоят циферки. Так, первый ряд первая, вторая первый ряд, третья первый ряд. Таким образом мы будем склеивать. И потом вырежем нужный нам размер, потому что здесь несколько размеров. От 46 до 60. Сейчас я вам покажу на одном листочке. От крестика до крестика отрезаем. Здесь вот это поле свободное намазываем клеем. Совмещаем. Крестики совмещаем. И таким образом потом следующий и точно так же снизу. Выкройка готова. Полочка со сгибом. Спинка со сгибом. Рукав. И еще детальки. Обтачка горловины и обтачка рукава. Значит, вот это направление вверх. Раскладываем детали и будем выкраивать. Это у нас перед. Этот паучок у нас получился на плече. Вырезаем, оставляем по 1 сантиметру на швы. А снизу оставляем 1–1,5 сантиметра на подгибку. Ну вот, мы раскроили. Теперь надо сшить. Пошив начинаем с того, что мы сшиваем плечевые швы. Складываем спинку и перед лицевыми сторонами друг к другу. Соединяем плечевые швы. Тесемку. И в дальнейшем эта тесьма просто не даст возможности растягиваться нашим плечам. Ну вот, плечи. Плечи сшили. Теперь надо вшивать рукава. Делали насечку на рукаве. Стало быть, вот это мы пришиваем к передней части. Эта насечка, здесь у нас, вот она насечка, мы совмещаем с плечевым швом. Чем хороши вот эти футболки шить? Длина оката рукава, здесь длина оката рукава и длина проймы, они совпадают, поэтому подгонять ничего не надо. Совмещаем точки. Эти насечки совмещаем.
И так по всему окату рукава. Весь рукав прикалываем и пристрачиваем. Теперь мы прошиваем бока. Складываем. Соединяем швы. И рукав. И вот таким образом прошиваю один бок и второй бок. Ну вот футболка. Осталось только обработать горловину, рукава и низ. Для того, чтобы обработать горловину, выкрали обтачку горловины. Пришиваем сюда. И обтачки для обработки рукавов. Чтобы нам пришить, нам надо эти обтачки сшить в кольцо. Таким образом. Это трикотаж в трубочку закатывается. И не очень наглядно получается. И точно так же это и это. Сшиваем. Растрочили. Складываем пополам. И рассекаем шов. Не совсем так. Последний шов не рассекаем. Для чего? Раскладываем припуск на разные стороны и складываем пополам, чтобы меньше была здесь толщина. Нам надо всю эту обтачку сложить вдвое. Вот таким образом. Следующий кадр — это уже обтачка прометанная. Чтобы ее пришить, мы делим обтачку на 4 равные части и саму горловинку. Точно так же и обтачки рукавов. Теперь складываем метка к метке. Горловина. У нас уже середина спинки. Есть метка, середина переда. Метка тоже есть. Мы когда краили, мы сделали эти метки. Теперь складываем по этим меткам. Совмещаем плечевые швы, сошлись. И складываем пополам. У нас половина этого отрезка. С этой стороны и перенесем. В этом месте метка. Аналогично мы делаем и на рукавах. Шов к середине спинки. Если у вас там есть лицевая сторона к лицевой стороне. Скололим вот эту метку с этой совмещаем. Эту с этой. У нас обтачка короче, чем вырез горловины. Так, это наметка. Поэтому шить будем натяг. Натягивать саму футболку, вернее растягивать обтачку до величины горловины. И в таком состоянии пришивать. Теперь натягиваем. Можно еще сделать контрольные метки.
еще пополам поделить. И вот так прикалываем по всей длине, натягиваем, чтобы обтачку горловины, натягиваем и в таком состоянии пристрачиваем. Точно так же и рукава. Абсолютно одинаково они пришиваются сюда. Ну все, поехали. Ворот обработан, проутюжен. Рукава, обтачка тоже пришита. Все обязательно проутюживается сразу же. Все готово, осталось только низ подогнуть. Низ будем подшивать двойной иглой. Существует такая игла. У нее один держатель и две иголочки. Шьется с лицевой стороны. Поэтому я сейчас подогну и наметаю. Потому что если без наметки очень сложно будет выправить ткань. Вот такой величины достаточно. Сейчас я прямо в край наметываю по всей длине. И потом я пристрачиваю при помощи этой двойной иглы. Это магнит, который нам поможет делать ровную строчку. Вот мы все это прострочили. Нитки в тон, поэтому не видно. Но может случиться так, что у вас здесь осталась ткань. Это не страшно. Берем ножнички и аккуратненько подрезаем. После чего мы проутюживаем.